Всем привет! Вот такая вот у меня клавиатура на ноутбуке. То есть у меня есть ноутбук, и я как бы к нему подключил внешнюю клавиатуру, чтобы ее не залить, там не сломать. Если вдруг она сломается, ее можно просто отключить, а другую подключить и пользоваться дальше. Я не мучаю родную клавиатуру на ноутбуке, потому что у меня, во-первых, 17-шка, как бы мне так удобней. Но речь сегодня не об этой клавиатуре, не собираюсь я вам ее хвалить, как бы отличная клавиатура, даже с подсветкой. Суть не в этом. Суть в том, что когда я на ней печатаю, получается вот такой вот звук. Тут более-менее. Слышите? А все почему? Сейчас я выдерну ее от ноутбука, выключу. Все потому, что у этой клавиатуры одна ножка отвалилась и потерялась. Где она? Без понятия. Я ее таскаю постоянно, эту клавиатуру. И ножка где-то потерялась. Эти две ножки тоже смотрю, тоже их нет. Вот с этого угла и с этого угла. Выход есть. Он простой. Вам просто нужен клеевой пистолет. Самый обычный. В фикс прайсе стоит 50 рублей. Клей на него также 50 рублей в фикс прайсе стоит. Но у меня подороже. Но не суть. Смотрите, как это все делается. Просто берем и заполняем вот это вот место, где должна быть ножка. Вот этот клей от клеевого пистолета, он, блин, он такой не скользкий вообще. По сравнению с этими ножками родными, он намного лучше будет. Вот я сейчас эту ножку сделал. Естественно, по высоте другая уже. Ну, видите, я вообще без проблем отодрал. Она вообще не держится там ни хера. И сейчас вторую также сделаю. Вот и все. Я еще даже посередине сделаю. Тут ее не было вообще, из завода не было. Вот и все. Сейчас все это дело засохнет. Как бы вот этим я не пользуюсь, я туда не буду даже делать. Вот эти как сейчас засохнут, я вам просто покажу разницу, какой будет звук при нажатии. Все, клеевой пистолет больше не нужен, можем его убирать. Засыхает все это дело минут, 5 минут, оно уже точно засохнет вообще полом просто все. Не пожалейте денег, купите себе этот клеевой пистолет, реально классная вещь, вот он меня постоянно выручает. Даже элементарно где-то провода проложить в корпусе в чем-нибудь, в каком-нибудь. В том же ноутбуке провода постоянно болтаются, где попало, просто можно взять их и капнул клей, прилепил и все, без проблем, потом можно будет оторвать, если надо будет этот клей удалить, без следов. Ну, как-то так выглядит. Такие капельки сделал. Примерно одинакового размера они. Вот одна, вторая, третья. Ай, блин, пальцем залез. Ничего страшного. Еще не застыл. Фишка вся в том, что можно его в любой момент, этот клей, под чем-нибудь попалить. Например, тот же фен. Берете самый обычный фен, который вот для головы волосы сушить. Взяли, погрели и все. И форму дали, какую надо вам. Все без проблем вообще. Если фену не поддается, то взяли канцелярский нож, лишнее срезали, и у вас опять ровная ножка, какая вам нужна. Если вам не понравились эти ножки, берете, выколупываете их оттуда и все. Никаких следов не остается. Реально классная вещь. Ну, все вроде подсохло. Твердо здесь все. Давайте посмотрим. Просто колом. Вместе со столом все шевелится. Ну тут уже ножки. С ними ничего не сделаешь.
Если только взять и нарастить такую шишку большую вместо них. Не хочу весь вид портить. Пусть пока так будет. Все. Все. Вот такая вот ляпота. Все равно этих ножек не вижу. Так что внешний вид никак не испорчен. Зато не стучит теперь. Вот тут даже, наверное, можно еще нарастить посерединке. Да, наверное, еще наращу ее. Ну, по бокам все колом вообще. Прям отлично. И самое интересное, что она не ездит теперь по столу. Вот она прям мертва. Я поставил, так и будет стоять. Раньше каталась постоянно. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои вопросы, комментарии под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.